GTA 6 снова перенесли. Геймеры плачут и пукают. GTA 6 находится на стадии концепт-арта уже 18-й год. В GTA 6 можно будет прилететь в Саратов, но ценой еще 1 года разработки. Блин, поиграть уже очень хочется, но с такими заголовками игру будто бы еще ждать и ждать. Слушайте, мириться я с этим вообще не желаю. Но, к счастью, пока мы ждем, есть шанс оглянуться назад на тех, кто не тянул с релизом, а просто вышел и благополучно был всеми забыт. Обычно, когда говорят «забытая игра», имеется в виду, что когда-то она была на слуху, а потом перестала. Но вот творение, именуемое 171, пошло дальше. О нем забыли еще до того, как оно толком вышло, а самыми забывчивыми оказались разработчики. Бразильская альтернатива GTA, игра с ранним доступом и проект, которому не суждено выйти в свет. Вот наш первый экспонат. Шанс заражения компьютера вирусом снижается на 50%, потому что продукт продается в Стиме, а мной покупается прямо сейчас за 4000 тенге. Игра запускается очень пафосно и долго. Разработчики явно чего-то о себе думают. Пункт настроек сразу же сбивает с толку и берет надо мной вверх. Блин, первый босс сложно, как обычно. Первый босс-файт проигран, с позором запускаю новую игру. Без лишних слов наш Зебрау появляется посреди улицы и под влиянием обильного количества меланина в коже, без моего содействия, первым же делом угоняет авто у первой встречной Аболиты. Местный колорит сразу же можно оценить по композиции, играющей на радио. Бразил. Встретился мне дяденька, которого необходимо подвезти. Ну чё, мужик, запрыгивай. О, обалдеть. Средство транспортное явно не по размеру моему пассажиру, но он вроде бы не жалуется, а я ни на чем настаивать не буду. Во время поездки я успел еще раз оценить физику в стиле GTA 4 и даже удивился разрушению деревьев. Обалдеть, деревья ломаются, даже в GTA такого нет. What the hell? Давай. Ну неплохо. Essa é mais lançamento do Anjinho TV. Eita aí, ô mané! Одержав победу в кулачном бою, я наконец осознал, что можно заправляться. Бензин в автомобиле заканчивается. Офигеть. Компьютер прямо на улице стоит. Тупота местная. Тупота. Но случайным образом обнаруженный в моем кармане револьвер взял верх, и началась новая арка бразильского героя. На мой беспредел в быстром темпе слетелись представители закона. Пота! Женского пола. Так что быстренько пришлось делать ноги. В яблочко. К счастью, в этом районе полицию мало интересуют такие мелкие преступления, как стрельба в людном месте, ДТП и захват заложников. Поэтому на краю карты я быстренько утратил звездочку. Поначалу даже показалось, что в игре есть контент. Машины покупать можно. What the fuck? Слушайте, ну это выглядит как компьютерная игра, разработанная и изданная разработчиками. Только вот денег у героя нет, а продавать краденые точилочки нельзя. Ну, наверное, есть другие задания в этом открытом мире, которые не являются очень большим, к слову. За что я деньги отдавал? Направился я купить себе новый прикид, но испуганная работница магазина подумала иначе. В таком случае изучу еще немного мир. И вот уже во время этого процесса я узнал, что у героя есть мобилочка и цель — потушить 10 пожаров. Больше всего мне понравился рингтон под номером 3. Зубрить. О, зубрить можно, офигеть. Обалдеть. Ну понятно.
Вернувшись в магазин, я удивился такому обилию одежды, среди которых даже есть различная форма. Прикупив форму почтальона, на украденной машине я взял у тетушки задание по доставке коробки. И несмотря на мое решительное желание провалить задание тупняками, я все же умудрился доставить груз тетушки под номером 2. Но такое чувство, что вооруженным ограблением работяг можно заработать больше и быстрее. Деньги дай. О, реально деньги дал. Пошел отсюда. И в отличие от GTA-шек, 171 дает возможность прикупить у подобных шейди личностей не менее шейди товар. Кокаина! Как для употребления, так и для использования в целях самообороны. Денег у меня не оказалось под рукой, и случайно толкнув мужчину в капюшоне, началась конфликтная ситуация. Ой, на меня напали! Завоевать территорию! Бразил! К несчастью, до полного контроля над районом я немного не дотянул. Так что, покинув хоспитал, Пепе де Пута с большим интересом отправился изучать детализацию родного города, который пестрит креативными решениями. Иди сюда. Настоящую женщину налепили, голову куколки. Ой, это что это там такое видно, выглядывает? Особенно удивил мастер-оружейник, который явно знает свое ремесло, вместе с разработчиками игры. Чё за прицел? Куда он расположен вообще? Ступеньки крошечные. Для детских ножек. Воу! Это было круто. Воу! Это было еще круче. Внезапный призыв поставить лайк. Давайте соберем 100 тысяч лайков. И в один момент мне стало ясно, что игрушка, явно делалась с большим упором на паркур. Короче, игра реально про паркур. Воу, мадафак! Оп, и на ноги приземлился. Вообще здорово. И, откровенно говоря, наверное, это самая веселая часть игрухи, наравне со сбиванием пешеходов. Такое ощущение, будто бы в GTA-шечке, Сан-Андреасочке в детстве сидишь и что-то там пытаешься по крышам бегать как крутой. Йоу. Потому что мод на паркур установить не получалось. Надо несколько раз нажать. Опа, опа, давай дальше прыгай, чё ты? Слабак, что ли? Среди заданий разнообразия немного. Только таксист, курьер коробок и курьер круглого хлебушка с колбаской сверху. Поэтому желание стрелять по игровым человечкам с целью захвата территорий взяло вверх. Еще и полиция приехала. Получилось у меня захватить территорию совсем уж не с первой попытки. Давай, садись! Но приложив достаточно усилий, Лутадор Диегуа все же стал королем района. Оуе! И даже не одного. Оу, мадафак. Затем, спустя время, можно собирать дань с местных бандосов на подконтрольных областях. Сюда! Пошла бабла. В заключение я все-таки решил сделать доброе дело. Потушить 10 пожаров, тем более, что карта небольшая. Но поразительной оказалась в непосредственной близости. И чем меньше пожаров становилось в окрестности, тем сильнее, судя по всему, нагревалась моя вычислительная машина. Иначе я не знаю, как объяснить дроп от сотни FPS до кинематографичных 10. Майнит, видимо, игра на моей видеокарте. Оу, Всем привет, ребят, с вами, как всегда, ваш канал Уник системного администратора. Как можно переустановить операционную систему. И больше не в силах терпеть консольный экспириенс на своем терминале, я перезапустил игру в надежде, что хоть что-то досохранится. Игрушка, как вы понимаете, не сохранилась. Зато FPS нормальный. Знатоки в интернет-пространстве пишут, что за тушение 10 пожаров я бы получил огнемет, так что невелика потеря. И вообще, как оказалось, чтобы сохранить игру, на карте среди кучи домиков для покупки есть домик, который принадлежит герою. Офигеть! Поэтому я туда заскочил. Интерьер красивый, потому что единственный во всей игре. Все в духе, все в стиле, в общем. Подводя итог, 171 напомнил мне колхозные сборки на GTA San Andreas с кастомными картами. Поиграя я в такую колятину в детстве, эта дресня бы мне запомнилась как один из столпов, на котором держится весь геймдев. Ну а на деле это, пожалуй, одна из игр.
usa cabeça, tira a beça, cara só, puta maga só, А если говорить о проектах, которые действительно могут похвастаться масштабом и вниманием к деталям, то тут на ум приходит сразу StarCraft X. Та самая нашумевшая MMO FPS, которая переносит тебя в беспощадный мир чернобыльской зоны отчуждения. Только здесь ты можешь стать кем угодно: охотником на мутантов, бойцом группировки, наемником или просто одиночкой, который устроит гоп-стоп случайному сталкеру за артефакт. При этом все это происходит на огромной карте с реальным живым миром. Любишь одиночные истории? Здесь доступна масштабная кинематографичная кампания на десятки часов, полная неожиданных поворотов и сложных решений с последствиями. А если хочется чего-то поострее, подключайся к войне группировок или участвуй в сессионных боях на новых картах с режимами Deathmatch и гонкой вооружений. Причем самое интересное: недавно в StarCraft X запустили события «Назад в изнанку», где тебя ждет альтернативная, еще более искаженная версия зоны. Здесь никаких PvP, только выживание против ужасов изнанки. Так что, если душа требует приключений и настоящего хардкора, переходи по ссылке в описании и вводи мой код, чтобы получить приветственный бонус в игре. Старичок, все готово и все в сборе, тебя не хватает. Второй на сегодня игрой станет Driver Parallel Lines. Сама серия игр когда-то была просто про гоночки на бибиках, как можно понять из названия. Но пока GTA позволяла игроку выходить из машины, гулять по городу, стрелять, прыгать и угонять все подряд, водитель сидел за рулем и помалкивал до третьей части игры. А затем предпринял робкую попытку покинуть авто, но подвернул лодыжку. И вот уже в параллельных линиях, которые считаются самыми GTA-лизированными, главнейший герой вполне уверенно смотрится за пределами машины. Естественно, для нормальной работы забытого шедевра я накатил фиксы, можно начинать. Интерактивное произведение начинается с нахрен крутейшей нахрен заставки, где говорится о том, что на дворе Нью-Йорк 78 года, и жилось тогда так хорошо, что прям словами не передать. А главный герой не любитель, а профессионал езды на автомобилях. Сразу же вопрос, дорогие зрители: на сколько лет он выглядит? Похожа ли его игровая моделька на модельку из кат-сцены? Поставили ли вы лайк этому видео? И вы правильно угадали, ему 18 лет. Извиняюсь за настоль глупый вопрос. Ответ потому что очевидный. Блатному и в помещении солнце светит. Первое же задание — идейный вдохновитель кинофильма «Драйв» без «Р», где потлатый чудик помогает скрыться грабителю от полицейских. Авторские права этому Ой. Концовка тут получилась немного другого характера и слегка странной, но раз игра не против такого исхода, то я не против вдвойне. Отсутствие возможности крутить камерой за рулем дает плюс 10 в копилку любителей старых игр. Потому что все игры раньше были лучше, трава зеленее, а механика это в целом бесполезная. Верняк. Как чуть позже оказалось, камерой все же можно вертеть, но только через использование заднего вида и с инверсией управления. Не костыль, а особенность игровая. С большим восторгом впитав немного тупонады от творения, я все же добрался до бюджетно анимированного товарища, где через секунду случилась телепортация через журнал в клуб с танцующей 3D тетей. А самое главное, темным мужчиной, который будет выдавать задания. Первое задание — езда на машине. Весело приехав на одной машине к другой машине, ее нужно угнать и пригнать туда, откуда я приехал. Починить, чтобы быстро на ней поездить. Второе задание — научиться стрелять по машине, чтобы из машины стрелять по машине. Третье по счету задание оказалось недоступным до тех пор, пока я не заработаю $1500. Как же мне их заработать в игре в стиле GTA с открытым миром? Пока не берусь утверждать, но словно бы название «Драйвер» может дать подсказку. Hell yeah! Гоночки! Воу! В рейсинге можно принять участие с любой машиной, но даже несмотря на тот факт, что мой герой умелый рейсист, любые повороты на ничтожных автомобилях отправляли меня в занос. Так что я пока отложил эту забаву в ящичек, что подальше, и на карте нашел задание другого характера, на которое, кстати, можно сразу же телепортироваться, без необходимости ехать полчаса по самому детализированному игровому городу.
Целью задания оказалась погоня на транспортной автомашине за автомашиной транспортной. Кто-нибудь помнит, как игра называется? Также разработчики заботливо добавили в свое цифровое чудо механику стрельбы из авто. Но только вот исключительно перед собой. Если во время побега от кучи вражеских машин с активными шутерами игроку подумается хорошей идеей дать отпор, то пускай подумает еще раз. Несмотря на возможность оглядываться, функция отстреливаться в сделку не входила. Культурная отсылка, которую смогут понять только самые заядлые геймеры. Пиши комментарий, если понял, посмотрим, сколько нас. В общем, к моменту, когда должничок был догнан, за героем главнейшим уже велась охота всеми отделами полиции города Новейший Йорк. Вот тут хочется подметить, что прикольная у игрушки механика с розыском. Один розыск подвязан к машине, а второй непосредственно к человечку. И если вы наделаете дело на автомобиле, то можно быстренько оборонить поиск, просто выйдя из него, пока никто не видит. Стрелялка с полицейскими заимела уровень фана, как в GTA San Andreas. Такой веселухи я давно не испытывал. В процессе я выяснил, что при нажатии на кнопку Т можно включать кинематографичную слоумо камеру. И сбивать человечков стало еще веселее. Синема. По итогу я выполнил это ничтожное задание, чтобы следующим заданием стало то же самое, но немного в другом месте. От такой духотории пришлось даже освежиться в холодненькой водичке. Воду. Прикольно. И вот, наконец, мне удалось забрать кейс. Дай сюда деньги, тварь. Ну, езжай, пожалуйста. Боже, дай мне сил. Да. Осталось заиметь еще $500, и игра позволит мне дальше наслаждаться сюжетными миссиями. И для этой цели я украл гоночную машину. И с невероятным отрывом победил в гоночке. А затем еще в одной. Наконец, смуглый мужчина наградил меня кат-сценой и по ее завершению отправил меня кататься на машине. А после этого настоящая кат-сцена с анимированными персонажами. В общем, я надеюсь, что вы поняли. Игра состоит из заданий на машинке. Принеси да подай. Но затем игра начинает удивлять и выдает задания на мотике. Короче говоря, я уже начал терять рассудок от этой дебилятины и на следующий день засел играть в компьютер вместе со жменей. О! Ой. Эстетика. Полиции строго-настрого, безразлично. Я могу ездить, сотни людей избивать. Вообще насрать полиции. Но только сделаю вот так. Опа. Подожди. Hold on, подожди. Уже тут как тут. Наконец мне дали возможность пострелять. И, пробравшись в турму, пошла стрелялочка. А что у нее за поза? Девушка с оружием поза. Ты позы, вот эти позы у него, Джожо позы, когда он стреляет. Да. А ну встань. Крутой. Еще круче. Смотри. Самой последней миссией стала погоня за вертолетом, который сбрасывает коробки. Энергетика GTA-шечки в этом всем деле есть. Ты сейчас упал. На эту ебатню и направо. Успею. Не успеешь. Успею. Назад. Успею. Сука, я же сказал. И вот я крутейшим образом заклатчил очередное задание на время. Вернувшись на базу, игра благополучно закончилась. Не желаю оскорблять ни фанатов, ни разработчиков, но это, пожалуй, самая худшая игра, которая была внутри моего компьютера. Спустя 2 года после выхода этого творения вышла GTA 4, так что делайте выводы сами. Я думаю, у каждого геймера в GTA-шечку хотя бы раз возникала мысль о том, как было бы круто поиграть за полицейского. Но скачанный мод GTA Police.rar.exe по какой-то неведомой причине всегда при его установке показывал голых тёть на весь экран, и приходилось менять винду. И, видимо, уставшие от этой несправедливости игроки решили объединиться и создать полноценную игру в стиле автоугонщика, но с полисменским героем. Так и получился
Изначально тут должно было быть две части игры, но вы себе представить не способны, насколько сложно устанавливать и запускать эти игры на современном ПК. Тем более, что две части True Crime являются заброшенным софтом. То есть эти игры больше нигде не продаются, не поддерживаются разработчиком, но самое главное, являются лучшими экземплярами для ролика о забытых играх. Первая часть True Crime все равно по большей части известна только своей мемной картинкой руки с пистолетом. В остальном же, как мне кажется, эта игра была не очень популярна среди моего поколения, а мне 78. Так что я начну со второй части серии True Crime New York City. Поначалу скачанная пока версия игры просто-напросто не запускалась, ни под каким предлогом. Но при поддержке специалиста Александра мы запустили ее костылями и получили соответствующий геймплей. Ой, он не стреляет. Я нажимаю все кнопки. Все кнопки мира, что на геймпаде есть. Че он сам стреляет? Безумец. Предполагаю, что игра должна работать иначе. Подумалось, что вам будет не очень приятно смотреть на подобное, и подумалось подумать над установкой эмулятора второго PlayStation. А как известно, мысли материальны, и вот уже мой компьютер убежден в том, что он PlayStation 2. И вот, наконец, спустя все эти страдания, измученный герой заходит в наркопритон и на удивление, хорошо срежиссированной кат-сцене что-то говорит, а потом стреляет по человеку. Начинается стрелялка под крутую музыку и с невероятной разрушаемостью, которой современные видеоигры могут только позавидовать. Ой. Сирунишка. Убив какого-то чудика, приходит деловой дяденька, который двигается так, словно бы его анимировал копипастер в Гаррис Моде. Подписчик, кстати, мой. Йоу. 5 лет спустя Маркус, это героя так зовут, уже уверенно носит форму полисменского и отправляется в туториал, грозу всех детишек 10-х годов. В более юном возрасте казалось, что данное обучение предназначено только для самых опытных геймеров мира сего. И проходилось обучение по ощущениям гораздо дольше, чем того требовалось. Но и сейчас без ступняков не обошлось. Игра научила меня всему, что должен уметь хороший полицейский. И переодев лейтенанта по ошибке в более подходящий для него прикид, я двинулся на улицу. И там уже столкнулся с сомнениями компьютера в том, что он приставка образца 2000 года. Дергающиеся тени неуверенности вынудили меня провернуть более продвинутый псиоп для системного блока. Ты PlayStation 2. Задание номер раз. Задавить ширококосных мужчин авторитетом полицейского. Так что, накричав на них и постреляв в небо, чудики угомонились. И Маркус выполнил свой долг. Сразу после этого с мистером-наставником мы приехали на задание, и он с чемоданом ушел в здание. И через неиронично прикольный переход взорвался. Ну, наконец-то! Теперь можно изучать игровой мир. Это motherfucking наш. Полиция, стоять, не с места. Ты чё, сучара? Чё? При попытке выместить злость за смерть знакомого персонажа, мир ответил реакцией. Но неуверенное поведение уже правонарушителя обернулось ему разбитым носом и сотрясением. Гражданин, это те уже не штраф, это уже феллони. Текстбук 10.7, комбо-бинго, нападение на офицера, сопротивление аресту и побег с места преступления. Данный спецгусь утреннего брифинга отправляется за решетку. Sentence level 25 to 1. Конец связи. За свое выполнение обязанностей меня наградили очками опыта. Значит, двигаюсь в правильном направлении. Следующий преступник, воришка булочных изделий из торговой точки, был задавлен автомобилем. И в этот момент со мной по мобилке Моторола связался неизвестный человек и назначил место встречи. Пока что-то не, попозже. Я пока поехал ловить деятелей зла в стиле Бэтмена, а именно избивать людей до потери сознания. Причем иногда вопросики нужно решать в интерьерах, которых, к слову, раз в 15 больше, чем в той же GTA 5. You better shut your bitch ass up. О, это несносно. В игре можно обыскивать любых NPC, и если у них не найдено ничего нелегального, но очень хочется, то можно подкинуть улики. Плент, обалдеть. Подожди. Это что такое? В общем, как выяснилось, беззаботное избивание человеков на улице делает вне погоды, и если довести до крайностей, то на героя объявится охота другими полицейскими. И уже в участке Маркус получит выговор от начальства и временное понижение, которое не даст брать оружие в оружейной и машины в машинейной. Будто бы уже можно удивиться тому, какую проработку имеет эта нонеймская игра с количеством продаж чуть больше 70 тысяч копий.
Но это только вершина айсберга. Чтобы вернуть свое звание, нужно выполнить уличные поручения с хорошим исходом. Так что я принялся приводить в чувство местных разбушевавшихся Джон. А именно кричать на них, избивать, Заткнись. и порою кидать под машины. Убили. В общем, во время патрулирования города диспетчер сообщает о правонарушениях, а я уже выдвигаюсь их решать. Сейчас мы его быстренько. Что ты делаешь? Ой, идиотская. Короче говоря, после хорошей службы обществу с Маркуса сняли временное понижение. Теперь можно съездить в участок, получить зарплату и сдать улики. Что за поразительная игра? Теперь пора получить повышение хорошими делами. А в гадюшниках делать досмотр обитателей и вешать на них кандалы. Еще пришелся мне по душе игровой баланс. На заданиях можно и даже нужно убивать толпы болванчиков, не боясь нанести ущерб полицейскому авторитету. А вот уже за пределами сюжетных миссий вести себя как подобающий блюститель закона. Добивающим моментом для меня стала полноценная система быстрого перемещения через метро. Приехал поезд, реально. Алло! Ничтожный киберпанк с треском и лопанием Ули еле с душой в теле заимел бесполезный метрополитен спустя годы. А тут на каждом шагу разбросаны станции, через которые можно быстро и не ломая погружения перемещаться. Короче, я забираю зарплату в виде 11 тысяч баксов, вывожу их на свой счет и официально заявляю, что такую игрулечку бы на современный лад. И я бы с таким удовольствием ее прошел. Но при всем уважении играть в подобное на сегодняшний день тяжело. Также тяжко и моему компьютеру справляться со всеми этими шедеврами и их монтажом. А иногда из-за подобных лагов задачи могут растянуться на очень длительное время. А теперь представьте, работать с тяжелой графикой без задержек и простоев, хоть с ноутбука, хоть с пляжа. Это не фантастика, это удаленный рабочий стол от Selectel. Desktop as a Service от Selectel — это аренда мощного удаленного компьютера, к которому вы получаете доступ из любой точки мира. Никаких лагов и заминок, только производительность на уровне серьезной студии. Весь нужный для работы софт вы можете легко установить. При этом вам не нужно покупать дорогущий компьютер, возиться с драйверами или обновлять железо каждый год. Просто арендуйте виртуальный рабочий стол с нужной конфигурацией и начинаете работать. Настройка занимает всего 1 день. Оставляйте заявку и все будет готово. Можно арендовать даже 1 рабочий стол, нет необходимости платить за целый отдел. Нужно больше мощности, ресурсы увеличат за пару минут. Все данные надежно хранятся в защищенном облаке, и работать с ними можно даже через браузер. Безопасно, удобно и гораздо выгоднее, чем собирать свою железную машину. Попробовать можно бесплатно, а ссылка удобно расположилась в описании. И представляете, разработчики услышали меня и начали делать 3-ю часть True Crime с названием True Crime Hong Kong. Но по ходу разработки что-то пошло не так. Луна зашла в темную фазу Венеры, официальная отмена игры, смена издателя, и вот в 2012 году из пепла отмененного True Crime рождается Sleeping Dogs. Начинается криминальная драма в духе Vice City, где сделка обмена товара на деньги срывается, а затем происходит побег. Крутое! На данном этапе я был даже больше удивлен не крутости героя и его навыкам паркура, а тому факту, что игра работает гладко, и мне не нужно было 10 часов настраивать ее для простого запуска. Нет, только не курочки. В конечном итоге полиция ловит Вэя Шеня, сажает его в тюрьму, где он встречается со своим знакомым, старым, который работает на триаду. А затем в комнате допроса уже выясняется, что герой-то наш засланный казачок, а именно коп под прикрытием. Ну, если вам еще не понятно, то вся игра будет строиться на том, как герой вклинивается в криминальный мир, чтобы безнаказанно избивать и убивать людей. Но все это ради благой цели. Такова работа у человека. С этого момента я больше не буду затрагивать сюжет, а продолжу рассказывать лишь о самой игре. Дальше по сюжету происходит первая драка, в которой в полной мере можно ощутить всю силу китайского дракона. О, нахрен, мать его, нахрен, да. Боевка в духе Бэтмена приятно щекочет содержимое черепной коробки. В драчке, помимо всяких комбо-ударов, можно хватать злодеев и объединять их с окружением. От простого удара головой об стенку до более изощренных избиений и применения окружающих объектов.
Ну, крутая игруха. Чё за игра в компьютере? Сейчас мы тебе придумаем наказание. Все это, естественно, в целях защиты города от большого зла. Двумя словами, система драчки тут мое почтение. А также прокачка более сильных приемов тут даже лорно оправдана. Но об этом позже, если не забуду. Значит, следующий элемент игры, который получает от меня респект — питание. По городу разбросаны различные пункты с едой и напитками. И условно в какой-нибудь GTA-шечке это дело так, на разок, прикола ради. Но здесь, если вкусно поесть и попить, Откуда достала? то игра даст временный буст. К слову о пописть. Отдельная кнопка и анимация для этого была заботливо добавлена разработчиками. И чтобы научить юных геймеров гигиене, Бен Челинь может даже умыться. Правда, буста от этого никакого нет, так что руки после туалета я бы вам мыть не советовал. Из холодильничка можно взять баночку джазявы, предложение закончено. Лично вот для меня вот такие механики взаимодействия сразу же ставят игру на голову выше тех игр, которые таких механик не имеют. И так как игра поделена на два лагеря, полиция и криминал, соответственно и задания разного характера. За кримиком что-то стырить, побить людей, разрушить чью-то собственность, побить людей, протаранить машины, побить. А за представителя закона задержать преступника или втереться в доверие, выполняя какое-то задание, вырваться из скандалов. Йоу, посмотрите, какие анимации крутые. Чатик, они даже не знают, что я тоже полицейский. Они не знают. А затем взломать систему камер видеонаблюдения и устроить облаву на торговца запрещенными веществами. Засталкерить злодеев, пофоткать их или установить жучок в вентиляцию. Чё за... В коллаборации с игрушкой про обезьяну, блин. Ну и, конечно же, гоночки. Ой. Что примечательно, во время выполнения задания есть шкала забияк и добряков. И если вы будете ломать инфраструктуру и черепа людей, то пойдет она вниз. И в конце задания получите меньше очков, которые идут на прокачку навыков. Помимо сюжетных заданий, есть еще полицейские заказики, где, будучи в форме, нужно задержать злодея. Полиция работает. Ой-ой-ой. Но, к сожалению, эффект дебильности старой видеоигры проявился и здесь. Мужик. Я нарядил персонажа в костюм какого-то китайского сватовца, и не знаю, на что я надеялся, но будто бы бандюкам до последнего не хочется верить, что Брюс Ли — это коп под прикрытием. В бронежилете с патронами пощупал. Нормально, проходи. В современных играх от Rockstar такое бы не прошло. Наконец, часу на 4-м геймплее появился пистолет, а вместе с ним и огнестрельный геймплей. Разработчики и тут постарались сделать экшен-муви с участием Джеки Чана и добавили эффект индийского кино с замедлением времени и взрывами. Ну, кино. Сжимается. А этот уплыть пытается. И самый крутейший момент, который я вам так жаждал показать, это прыжок на ходу на машину. Выглядит очень кинематографично. Есть такое. Короче, игрище ну прям наделено различными штучками да дрючками, да механиками. Даже в караоке можно песни попеть. А это я наиграл только часов 5 от силы. К моменту написания сценария меня вот это все реально поражает. На контрасте-то с драйвером. В общем, советую поиграть в эту фигнюшку. Я бы и сам ее прошел, но второй Kingdom Come уже заждался меня и сам себя не закончит. Ребят, сразу говорю, видео по нему не будет. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!
The Black Bruce Lee.